Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о том, как изучать русский язык как иностранный с учебником Сорока и что нам в этом помогает. Я напомню, что мы работаем по методике устного опережения, и порядок работы у нас такой: слушание, говорение, чтение и письмо. В своих письмах вы часто пишете, что ученикам очень сложно повторять одно и то же несколько раз. И я их очень понимаю, я сама не люблю это делать, поэтому нам нужно что-то придумать, чтобы им не было так скучно. Для этого у меня есть помощники. Ну, например, вот это вот: «Привет, Марта». «Привет, Марьяна». Или вот еще у меня один такой помощник, его зовут Шарик. «Привет, Марьяна». «Привет, Шарик. Как дела?» «Хорошо, спасибо, у тебя?» Или у меня есть еще помощник, его зовут Лиз. «Привет, Лиз». «Привет, Марьяна. Как дела?» «Хорошо. Как у тебя?» «Хорошо». Смотрите, мы сказали «привет» сколько раз? То есть ваш ученик уже 3 раза услышал это слово от меня, а потом еще 3 раза он услышал это от всех наших героев. Получается, что благодаря игрушкам он услышал одно и то же слово 6 раз. И представьте себе, ему совершенно это не надоело, мало того, ему весело и интересно. А ведь можно сделать и другую фразу, можно же какой-то другой диалог между ними разыграть. Например, «Марта, у тебя есть яблоко?» «Нету». «Шарик, у тебя есть яблоко?» «Нет, нету». «Лиз, у тебя есть яблоко?» «Да, у меня есть яблоко». Смотрите, опять 3 раза. Опять мы повторяем много раз. Что получается? Получается, что игрушки нам помогают. Они раздвигают нашу группу, они расширяют ее, делают ее больше. Мы чаще повторяем слова и фразы, мы чаще их слышим. И еще игрушки помогают застенчивым детям спрятаться за них. То есть, если, например, нужно что-то сказать или нужно что-то прочитать, то иногда бывает так, что это лучше сделает игрушка. Потому что если игрушка ошибется, то это же игрушка ошибется, это же не ребенок ошибся. Так, ест. Молодец. Бежит. Бежит. Молодец. Как дела? Молодец, Ба, молодец. Доброе утро. Молодец, Ба. Читает. Читает. Молодец. Я очень вам всем советую приносить на урок с собой игрушки и активно разговаривать с ними по-русски. И можно писать таблички с именами, им можно давать разные предметы, у них может быть свой возраст. То есть вы можете делать миллион разных заданий, которые помогут нам достичь одну цель – научить ребенка говорить по-русски. Я надеюсь, что вы напишите свои пожелания и свои вопросы внизу в комментариях под этим видео. А я пока с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего.